Приветствую вас, дамы и господа. С вами Дон Стрэнджа, и это прохождение Resident Evil 3. Погнали. Итак, я его немножко запустил, настроил там по звуку, по экрану, что мог. Но в основном я в него не играл. Так что это будет прохождение вслепую. Соответственно, здесь вот чуть-чуть дошел. И начинаем новую игру. И начинаем на хардкоре, потому что стандартные упрощенные режимы для меня, ну, как бы не очень. Ну, слишком легко. Тем более я не люблю автонаведение в резике. Жаль, конечно, тут нету, как в, по-моему, как во втором резике этих лент сохранений на хардкоре. Просто тут враги сильнее, предметы и боеприпасы попадаются реже, вы создаете меньше боеприпасов. И это все. Еще хочу сказать. Получается, я играл в демку. Там посмотрел игру. И, соответственно, прошел уже потом немного... Точнее, видел... Побегал, видел до электростанции. Ну, по сути, там то же самое, что и в демке до электростанции. А так, в основном, прохождение будет вслепую. Эпидемия... Власти ожидают... Citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation. Сразу говорю, некоторые субтитры я тут наверняка не успею читать. На этом фундаменте мы продолжим строить светлое будущее для всех. Что-то они просто слишком быстро здесь диктуют. Но первая заставка впечатляет. Резик 3. И да, повторюсь, я все это время старался не смотреть, не спойлерить себе сюжет, как здесь переделали в ремейке. Так что после электростанции я совсем не знаю, что там да как, где располагаются зомби и так далее и тому подобное. Итак, что у нас здесь? Лампа, ночь, вид из глаз Джилл, Валентайн. Ну. Карта Ракун-Сити. Полицейский участок. Она, как я знаю, вроде как здесь совсем другая по сравнению с оригинальной версией еще с PlayStation 1. А этого грома я должен был испугаться? Так, ну, я знаю, пока тут сон, ничего трогать, взаимодействовать и читать нельзя. Так что погнали в туалет. И закроем кран.
Да уж, вот это сны. После инцидента в особняке. И не такое может присниться. С каждой ночью все хуже. Так, что мы тут видим? Сентябрь. Еще 3 дня, и я постараюсь с этим... я попрощаюсь с этим городишкой. Какое там сентября? 27-е? Понятно. И включим свет. Теперь тут намного светлее. И не идет дождь. По телеку помехи с новостями. Понятно. И, как всегда, графоний. Точнее, как в Резике 2, в Резике Village, графоний впечатляет. Конечно, тоже. Даже на PlayStation 4. О, Аннет Биркин. В ее расследовании тут. Старая фотография еще отряда Старс. Здорово. Отчет Джилл. 26 сентября 98 года. Странно, то есть она в воскресенье или у них тут по понедельникам? Да, тут календарь понедельник, это 26. Пятница или суббота. То есть она только недавно этот отчет отослала кому-то или написала? Так, а что, я прочитать не могу больше? Ладно, там был какой-то отчет. И я меню сейчас. Понятно. Записи расследования. Так, Umbrella. Фармацевтическая компания, лидер отрасли в этом сегменте рынка, сосредоточена на разработке оружия, сохраняя при этом статус фармацевтической компании в качестве прикрытия. Тайно разрабатывает биологическое оружие. Вспышка T-вируса в исследовательском центре в городах Арклей. В городах приписывается инцидент в особняке, вот как раз таки, где и участвовала Джилл в расследовании, или просто так попала, не помню. Сговор с руководством Ракун-Сити. Крупные пожертвования мэру Уоррену и эффективный контроль над городом. Ну да, по сути, весь город принадлежит одной корпорации. Ну а что, корпорация, походу, в Ракун-Сити была основана здесь, и она вкладывалась в этот город весьма эффективно. Интересно, а вот эта фотка из старой еще части, или это уже сделали в новой версии? Тут какие-то типы в тумане, весьма атмосферно. Raccoon Times. Это вообще отросток похож на Лас Плагас какой-то из 4 части. Этого типа не знаю, какой-то бородач. Ну, немножко. Бизнесмен какой-то. Понятно. Что-нибудь еще здесь есть? Сомневаюсь. Спит прямо на коробках? Ну в данном случае она спала за столом. Угу. Что тут? Распечатанный конверт. Ладно. Они не выпускают меня из дома. Парни в окне через улицу следят за мной круглые сутки, 7 дней в неделю. Это люди Айронса? Это шефа полиции, по-моему. Umbrella? Я не знаю, да и разницы, в общем-то, никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Они хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия. И это работает. Я с трудом могу есть и спать. Я схожу с ума, я чувствую себя ходячим трупом. Это Джилл пишет кому-то? Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если дойдут слухи, что меня убили или что они там делают с такими, как я, тебе нужно продолжить расследование с того момента, где я остановлюсь. Мои файлы зашифрованы. Они расскажут все, что тебе нужно знать, если этот пакет не перехватят. Я уезжаю ночью, через 5 дней. Пожелай мне удачи. Наверное, это сообщение Крису. Через 5 дней. То есть она хочет 30 числа, вон, escape
Ракун. То есть 3 дня оставалось. Здесь что? Ну, пицца недоеденная. И сообщение от коллеги. Джилл Валентайн. И горячая голова, как дела? Все никак не могу поверить, что Айронс отстранил тебя. Какая чушь. Да он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопросы. Надеюсь, ты не злишься, что я не вмешался. Все произошло так быстро. Старс были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас ни с того ни с сего, у меня не было сомнений, что я уж точно потеряю работу. Говорят, ты собираешься покинуть Ракун-Сити? Я так и подумал, что ты не смиришься с отстранением. Просто пообещай, что будешь начеку. Амбрелла не будет сидеть сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Уикерс. Брэд? Брэд Уикерс, это ж, по-моему, отряд Альфа Старс. Сейчас и навсегда. С отряда Альфы Брэд. Это, по-моему, вертолетчик? Не помню. По скрипту пришлось подсунуть эту записку разносчику пиццы, чтобы меня не засекли. Наслаждайся мегамясным шиком. Это от меня и ребят. Окей. Это мегамясной шик. Похоже просто на пиццу с пепперони. Лады. Квартирка-студия. И все-таки да. Ей не приснилось, что... Лунные донаты? Куча немытой посуды. Что у нас тут? И все? Ладно, можно просто посмотреть, что внутри. Минадос пицца. Что-то написано. Ракетница из первой части. Ну и... с 4 выстрелами было вроде бы, короче, пасхалка. Что тут еще есть? Какая-то собачка. Какие-то фотки. Это фотки все Джилл, по-моему. А вон та фотка похожа на Криса около земли. И пистолет Кендо. Кстати, это же этот... И здесь тоже календарь. Но почему-то число 29 отмечено. Типа она 29-го хотела улететь, уехать. Еще число 9 зачем-то. Ладно, погнали проходить дальше. И ура! 28 сентября, 20:07, Ракун-Сити. Ура! Я имею в виду то, что вид от третьего лица. В общем-то, я все посмотрел, правильно? Да лады, я уже иду. Алло, Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, тебе надо выбираться оттуда. Ты о чем? Нет времени объяснять, собирайся оттуда, сейчас же. Ладно, дай только... И музыка прямо из Терминатора. А откуда выпал пистолет? Да, дверь его... Ага. Как его дверь еще выдержала? Он только что стенку проломил, а дверь его выдержала? Нет, не выдержала. Ну, недолго выдержала. Да, комод точно спасет. Ладно, бежим. Надо собираться отсюда. Собираться?
Нормально. Ничего себе. Чувак висит там такой. Тут все это время был пожар, а она там... Что, как? Она там спокойно спала. Да, тот еще удар был. Здесь можно было копчик сломать. Да уж. Погнали вниз. И теперь вид от второго лица. Бежим. Бежи, Джилл, беги! Беги, Джилл! Ну, из-под такого завала он не... Короче, долго будет выкарабкиваться, так что он пойдет в обход, скорее всего. Какого хрена? Покиньте город, цель. А там ничего сзади не было? Джилл? Сюда! А это Брэд, как раз таки тот, который пиццу нам дал. Все, это тот вертолетчик вроде как в первой части. Ты в порядке? Что это была за тварь? Понятия не имею. Но у нее, похоже, зуб на двух последних старс в городе, тебя и меня. Я отсюда валю. Ты только посмотри вокруг. Чем дольше будем тянуть, тем сильнее завязнем. Быстро. Я не знаю. Но беда никогда не приходит одна. Ты тут прям Арклей на стероидах? Что за Арклей? Эй! Погодите! Я здесь! Черт! Что это было? Ну же, идем! Да дай осмотреться! Это должен быть сон. Как столько людей могли заразиться? Легко. Брэд, они прорываются. Сюда! И сейчас будет самое тупое заражение. Их слишком много. Бар Джека. Кстати, тот самый бар, по-моему, что и в оригинале. Точно не помню. За спиной дверь. Вот, что это? В оригинале его вроде бы не кусали. Мы успевали его спасти. Но здесь так сделали. Обидно. Нужно бежать. Давай, Джилл. Ты знаешь, что надо сделать? Нет, не знаю. Тогда будь добра, не облажайся, как я. Иди! Герой? Да. Прости, Брэд. Да, прощай, Брэд. И ты прости. А перед ним ты что извиняешься-то? Так, и первый зомбак. Ага. Типа, будет обучение к стрельбе? Нет, спасибо. Зачем мне тратить патроны на него, если можно тупо убежать? Крейзи. Ага. Ух, хорошо. Так, тут, по-моему, тоже можно убегать. Да. Особо на них. Эй, вы там внизу. Идите на крышу парковки. Окей. Так, это уворачиваться. Все как и было в демке. Ножа нет. Меню пока нет. На нолик. Ясно. Прицел. Довольно шустрый. Ладно, сойдет. А, это тот самый тип тоже из оригинала. Эй, вы слышали, что о них сказали? Там вертолет.
Какого еще безопасное место? Никуда не пойду. Парковка недалеко. Безопасно только здесь. Да. Этот тип в оригинале тоже прятался в такой же... Что это? Контейнер? Но потом можно было сюда вернуться. Я не знаю, как в этой части можно ли будет сюда вернуться. Скорее всего, вряд ли. Но и в оригинале ты сюда возвращался, и он уже вылазил оттуда зомбаком. И там, по-моему, были лекарства. Сэр, как вас зовут? Я не могу просто бросить вас здесь. Дарио Россо. И так я вам и поверил. Вы просто хотите украсть мое убежище. Сами свое ищите. Дамочка. Дамочка? Ладно. Фиг с ним. О, собачки. Так, стоп. Так, иди нафиг. Так, наверное, это сделал зря. Нет? Ладно. Ползем. Зря я потратил, наверное, патроны. Так, понятно. Эти зомбари заскриптованы. Парковка. Да. О, а тебя я помню в жилете. Тоже еще со второй части. Хотя он был в полицейской форме. Такой же вроде бы. Хотя вроде бы и в жилете тоже был. Тут тоже парковку обыгрывают, получается, как и в оригинале. Воу, воу. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, тихо. Сезам, откройся. Мне нужно срочно в лифт. Хорошо. Давай, давай, давай. Ага, с ноги его отсюда. R. Ну давай. Эй, я здесь. Эй, залезайте. Да уж, не везет. Вот это пробуждение. Опять прости. Давай заводись. Черт возьми. Теперь моя очередь. Оу. Газуем до предела. Капец. Она хотела себя убить? Что за вообще кошмар? Как после такого еще выжила? Ну, о том теперь вообще разговоры не идет. Тут понятно, биологическое оружие. Эй, урод! А вот эта самая ракетница с 4 выстрелами. А это прям Рэмбо какой-то тут. Эй, полегче, девушка, я помогу. Кто вы? Вы о чем? Меня зовут Карлос, и я вам помогу. Идем, я отведу вас в безопасное место. А добить? Да, у него еще было
2 выстрела 100 пудов. I think we're in the clear. Так, похоже, он нас Hope so. не достанет. We've been bringing survivors here. Мы собираем здесь выживших. Кто My это guys have здесь? converted some subway cars Мои into ребята shelter. переоборудовали пару вагонов. It's safe. Здесь безопасно. I'm fine. Ты в порядке. Personal space. Личное пространство. Понимаю. Ладно, идем. Идите за Карлсом. О, да ладно. Close this. Какой... Hey, what do you know about that monster? Эй, что ты знаешь об этом монстре? Nothing. Ничего. Anything like it. Никогда еще такого не No видел. zombie. Но это не зомби. Он знает, чего хочет и не останавливается. Like that in a man? Разве тебе не нравятся No такие? thanks. He's on Нет уж, спасибо. Listen, I Поверь, promise you're in good ты hands. попал в надежные руки. Я из корпорации Umbrella, отдел противодействия биологическим угрозам. Сокращенно что-то там. Ты шутишь? Шутишь? Это все случилось из-за вас. Эй-эй-эй. Talking about. Ты вообще о чем? You don't have to trust me. Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Come on. Идем. This way. Нам сюда. И то самое место из демки. С крутыми постерами. Hey, Captain. Эй, капитан, этой красотке не помешала бы наша помощь. Карлос, ты даже не поинтересовался у красотки, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы полиции Ракун-Сити. Ее зовут Валентайн. It's Jill. Просто Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Мою команду послали сюда спасать. Right. Ясно. How's that going for you? И как успехи у вас? Город полностью отрезан от внешнего мира. Изолирован. Большая часть из сотни тысяч граждан погибнет. Или, точнее говоря, станет зомби. Мой взвод сильно потрепало, даже их уберечь мне не под силу. Well, you can thank your corporal Можете for this. поблагодарить за это свое начальство? Ну да. Мы делаем все возможное, если сдвинемся с места этот поезд. То сможем эвакуировать выживших. Но нам нужна помощь. В одиночке мои ребята не справятся. All right. Хорошо. I'm in, Я в деле. but I am on their side. Но я на их стороне, не на ваш. Да ладно, все в порядке. Мы тут все хорошие. Спасибо, Джилл. All right, super cop. Ладно, суперкоп. Вот, держи. Это чтобы остаться на связи. Contact. I know what a radio. Я умею пользоваться рацией. First things first. Так, перво-наперво. Need to get you geared up. Тебе нужно экипироваться. Head up to street level. Поднимайся на улицу. Там ты найдешь припасы. All right. Хорошо. Shit, Captain. Черт, капитан, от вас прям кусок оторвали. Ничего, случалось, поэтому... Скучать поэтому не буду. Ладненько. Так, что тут у нас? Раньше вроде бы здесь где-то патроны лежали. И всякие прикольные постеры. Я не сильно в них разбираюсь, но это пародия на Терминатора. Это на Хищника Терминатора. Типа две части. Терминатор-хищник. Точнее, чужой. А здесь что? Пираньи атакуют, типа того. Опять тиран. Это, понятное дело, оно. Это без понятия. Какой-то Эйнштейн и... Кто? Лобстеры, понятно. И реклама лобстеров. Часы остановились на 12 ночи.
Вроде бы писали, что сейчас 20:07. Так, патроны, значит, где-то в этой стороне должны быть. Дай мне свою эмочку лучше. Угу, вот. А, понятно. Порох в полевых условиях. Инструкция по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную пукалку. Не хочешь сдохнуть? Запиши себе на подкорку эти формулы. Пули для пистолета, патроны для дробовика, патроны для револьвера. И все. Подготовились и вперед. Накорми мертвяку. Да уж. Так, что тут? А, понял. А там должны быть выжившие. Ну, двоих видно. Стоп. Разве тут не должны быть патроны? Ха. Понятно. Вот чем отличаются. Хардкор. Сойдет. Так, кстати, меню, наконец. Использование карты. Понятно. Карта, как и... Почти как и... Угу. Так, а как открывать на треугольник? Все, понял. Есть нож. Перемещение также на квадрат. Нож, походу, бесконечный. Туда. Ну да. В демке тоже ж было то же самое. Еще тут какой-то удар есть. Во, вот это. Типа назад и удар одновременно. Или просто... А, понял. Просто держишь и держишь назад. Не всегда получается. Так, что у нас тут? Журналы. Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы. Неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Ракун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена. И это третий подобный случай в Ракун-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в News Comet гложет чувство, что больным так называемой каннибальной болезнью, которых, по идее, с августа бесплатно лечат в Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал. Спенсер? За правдой и вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. Подробности на следующей странице. Понятно, следующую страницу купите в DLC. Так, я мог, походу, тех собачек не убивать. Не тратил бы патроны. Джилл! Это снова я. Ты уже поднялась? Как раз этим занимаюсь. Какой у нас план? Старый здоровяк помог. Может, попробуешь сделать... И как мне это сделать? Сначала восстановим подачу электричества. Как доберешься до главной улицы, я расскажу, как попасть. Понятно, постараюсь побыстрее. Восстановление питания подстанции. Короче, та самая электростанция. Так, а это что? Air Combat 1942. Тоже что-то знакомое. Так, работает по лестницам? Вроде да. Блин. Так, на R2 бить. Красная трава. И все как в демке, да? В плане того, что... Да, все как в демке. Вот это мне не нравится. То, что лут собирается автоматически, когда ты его знаешь. В резике хотя бы во втором был выбор. Так, тут нужна отмычка, по-моему, которой у меня нет. И вот это вот все собирание автоматически может навредить. Блин. Просто когда ты хочешь оставить видели, тебе сувать будут. Так. Я, пожалуй, сделаю вот так. Оставлю одну лечебку. И сделаю патрончиков. Понятно. Объединение предметов. Все как во второй части. 10 патронов. Перезарядимся. Что у нас тут?
Травы в полевых условиях, понятно. Это скрещивать травы. Две зеленых травы, мощная микстура. Микстура максимальной мощности, зеленая трава плюс красная. Либо зеленая, 3 раза зеленая, понятно, целебный спрей. Самостоятельно его не приготовить, увидишь, бери. Или береги, понятно. Так, ну, есть сохранение. Сохранимся. И музон с оригинала. Только почему-то очень тихий. Вообще очень странно. Игра очень тихая, учитывая, что звук у меня нормально. По крайней мере, тише играется, чем вторая часть. Еще выжившие. Надо завести уже этот поезд. Так, это не выживший, это зомбарь. Мы его трогать не будем. Смысла в этом нету. И это локация из демки. Тут, по-моему, ничего особо не изменилось. Тут лежали в демке патроны? Да. Отлично. И вот сколько сейчас? Вдруг инвентарь переполнился бы. Так, и здесь, по-моему, можно пробежать тоже. Ух ты. И вот что мне еще не нравится. То, что в третьей части, как и в демке, походу, да? Зомбари просто остаются на своих локациях. Они не выламывают двери. Мне это и не нравилось во второй части. Тоже они, бывало, не выходили. Но когда там в сценарии Б они начали выходить, выламывать двери неожиданно, это было клево. Так, сколько у меня? 15. А здесь они просто живут на своей локации, и все. Так что такое себе. Плюс, по-моему, по демке, как я ощущал, выстрелы ощущаются не очень по сравнению со второй частью. По зомбарям, как будто зомбакам выключили физику. Так, здесь цепочка, да? Да. То есть нужен где-то болторез. И здесь должна быть заставка, правильно? Видишь высокую опору электропередачи? Подстанция там. Чтобы попасть туда, проберись через переулок. Через переулок, которым пылает огонь? Возможно. Ну, каланче вроде тебя мелкий огонек не помешает. Да, иди ты. А где заставка, где они прорываются? Так, ну, сюда я попасть пока не могу. Могу, конечно, там сгореть, пройти. А, вот. Все. Да уж. Ну что, есть бочка, есть 3 зомбаря. Делаем по красоте. Оу, не так делаем. Не кусайся. Эй, зомбари, подходите. А чё они стали там все? Ну и раз, два, 3. Ёлочка, гори. Так, ну, после такого они вряд ли выживут. А тут еще зомбарь. Нет, просто труп. Лады. Так, и нам туда. Есть ли смысл мне их убивать? Вот в чем вопрос. И вот она, физика, которая изменилась. Зомбарь очень плохо реагирует на выстрелы в ноги. Но можно делать так и добивать, как и во второй части. Там такое ощущение, что ко мне подходят сзади. Да, подходят. Как насчет выстрела в голову? Воу! Все-таки это эффективней. Так, ты все? Нет, она еще жива. Так, пожалуйста, умри. Ты мне тут живая не нужна. Давай, давай, давай. Во второй части был такой глич, баг, не знаю. Это удар ножом
по горизонтали. И у кого больше 60 FPS, ножик наносил чудовищный урон. Поэтому, походу, они решили в третьей части сделать тычок ножом. Ну, точных подробностей не знаю. Решили таким образом проблему. Здесь был лут, правильно? Да. Так, и можно пройти сюда, где играет классная музыка. Из концовки, из титров второй части. Пойдут ли эти зомбари сюда? Вроде бы нет. Да, они просто будут шастать. По своим делам пошли. Такое себе. Что по здоровью? Желтое. Пожалуй, использую все-таки. Куча пороха. Но здесь недалеко валяется... Так, кстати, как насчет обозначения, что я не собрал? Да, вроде бы обозначается красным. Эти зомбари безобидные. Точнее, и даже не зомбари. Так, ну тут понятное дело. А отмечаются ли на картах? Да. Обычный замок. А здесь не отмечено. Дверь свещает. Понятно. И здесь я не подошел. Ладно. Так, а здесь должно быть сохранение. Коробочка сразу. На тебе. Так, а что в коробке? Да, я понял. Осмотр предметов. Так, изучить. Замысловатая коробочка. Какая-то необычная коробка. Кажется, внутри что-то есть. Понятно. И там кристалл. Понятно. Красный камень. Искусственный рубин. Похоже, его можно куда-то вставить. Я даже знаю, куда. Сразу туда сходим. Чем не мешает. Или соберем потом. Так, патронов мне хватает пока. И рубин пока тоже оставлю. Сохраниться. Можно пока без сохранения. И вот еще мне не нравится то, что во второй части такого не было. Что Джилл упирается в дверь, и она долго не открывается. Вот это тоже подбешивает. Подбешивало меня в демке. Так, и тут толпа зомбарей. Как и в демке. Так, научиться бы мне от них эффективно... Вспомнить, как от них эффективно уворачиваться. Так. И взрыв. Взрыв. Так, ну, с двумя расправились. Нормально. Теперь ты. Так, что насчет ножа? Он все еще живой. Сколько же ему нужно урона-то? Я не хочу, чтобы они потом вставали. Так, ну... Эти взорвались, так что вряд ли они встанут. Здесь должны были быть патроны. Да, отлично. А здесь... Вылезет зомбарь? Как в демке? Да. Целимся лучше. Раз. Сколько им нужно патронов, интересно, в голову? 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, не вставай. Так, ну вроде после такого. Тем более точные удары в голову. Нормально. Стейдж какой-то. Так, в машине ничего не было. Ладно. И еще порох. Угу. Здесь также нужен болторез, да? Где лежал болторез в демке? Хороший вопрос. По-моему, вот здесь как раз. Но для начала... Для начала надо сходить сюда. Сколько у меня патронов?
25. Можно так смотреть. Этот зомбарь, по-моему, был жив. Да. Он просто притворяется. И он может сейчас спокойно развернуться. Вот же гад. Я тебе столько ножом тычков сделал, а ты еще живой. Да что ж вы так уворачиваетесь-то? Отлично. Лежать. И какой хороший удар в шею. Ну, с этим покончено. Так, есть ли смысл убивать этих? Да. Мне его так просто взять. Понятно. На тебе в голову. На тебе еще. Жуй свинец, хотел сказать. У меня так на вас всех патрон не хватит. Это хардкор. Придется экономить. Тихо, 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 тихо. Да уж, поэкономил. Круто, что тут есть уворот. И иногда он работает. Лечебный спрей. Лады. Стоило ли это того? Не факт. Есть ли тут еще зомбари? Как будто бы да, но нет. Лечебный спрей. Ладно. Новая формула. И высококачественный порох. Аквакор, позвони мне. И еще 10 патронов. Так, и мне нужен этот пароль. 937. Больше тут ничего нет? Да. Еще раз. 937. Лады. Откроется ли дверь с этой стороны? Вполне. Есть ли тут зомбари? Здесь в демке лежал труп, я помню. 937. 937. И тут есть зомбарь. Раз. Вроде бы больше никого. Можно ли пробежать? Тихо, тихо, тихо. Да, и есть зомбарь 2. Возьмем-ка сначала пароль. Фух. 9, 3 и 7. Там бумажку не буду сейчас читать. Она мне нафиг не сдалась. Там, по-моему, про именно владельца этого сейфа. И про апгрейжен пистолет. Уходим отсюда. Уходим, я сказал. Ладно, лучше сделаю безопасный крюк. Крабы Джима. Так, что у нас тут? Ну, что поделать. Объединим. Мощное лечебное зелье не помешает. А здесь, по-моему, раньше что-то было в демке. Кто здесь что жует-то, а? Такое вкусное. Воу-воу-воу-воу, я... Ладно. Порох. Обычный порох. Объединим тогда с этим. Возьмем... Пусть будут патроны для дробаша. Так, как насчет взорваться вам всем? Хотя бы одного убили. А здесь, по-моему, нужно... Да, можно сбросить лестницу. Нужно ли мне сюда? Да пошли. Там кто-то выжил. Ну и фиг с ними. Так. Погнали сразу тогда. Вставим тот рубин. И на этом надо будет заканчивать первую серию. Стоит такой. С открытым ртом. Просто... О, отлично. Так, с одним справились. Со вторым можно просто
его оббежать. Так, и тут старый знакомый. Погнали в убежище. Тут вроде бы было, да. Отлично. Так, это выложить. Это выложить, это выложить. Это выложить. Маленький инвентарь, капец. Так, мне рубин, пожалуйста. И что мне за этот рубин дадут, если я его сюда вставлю? Использовать. Гранату. Здорово. Ручная граната, но она мне пока не пригодится. Так что в инвентарь. Сортировка как здесь делается? Все так же по-старому. Так, заберу еще одну зеленую траву. Как-то вот так. И сохранимся на этом. И на этом первая серия окончена, так сказать. Можно даже под вот эту музычку. Да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Дон Стрэнджа. Это было первое прохождение Resident Evil 3. Всем до скорых встреч. Пока-пока.